Представьте себе, гигант весом в несколько тонн готов броситься под ковш экскаватора, лишь бы защитить своего новорожденного малыша. Это не сцена из фильма, это реальная история, которая доказывает, насколько глубоки чувства у слонов. Слоны – одни из самых умных животных на планете. Их семьи невероятно сплоченные. Матери, тети, бабушки – все участвуют в воспитании детеныша. Если случается беда, скорбит не одна мать, скорбит все стадо. Они касаются друг друга хоботами, окружают потерявшую малыша слониху, словно поддерживая ее в самые тяжелые минуты. Иногда семья даже отходит от стада, чтобы дать матери время пережить утрату. Именно поэтому так больно осознавать, что этих удивительных существ до сих пор убивают ради бивней. К счастью, существуют национальные парки, где слоны живут в условиях, максимально приближенных к дикой природе, но при этом защищены от браконьеров. В одном из таких парков в Южной Африке произошел случай, который навсегда запомнили все рейнджеры. Слоненку было всего несколько дней, когда он упал в водоем с крутыми глинистыми краями. Он был слишком тяжелым, чтобы выбраться самостоятельно, и слишком маленьким, чтобы долго держаться в воде. Стадо немедленно окружило малыша. Взрослые слоны пытались помочь, разбрызгивали воду, топтали край водоема, стараясь разрушить его и создать пологий выход. Они действовали с поразительной слаженностью, словно по заранее продуманному плану. Но берег оказался слишком прочным. Слоненок слабел. Он скользил, пытался выбраться, снова падал в воду. Время уходило. Рейнджеры понимали, если не вмешаться, он погибнет. Но приблизиться к детенышу означало столкнуться с разгневанными взрослыми слонами, а защищая малышей, они становятся по-настоящему опасными. Сначала решили использовать экскаватор. Идея была проста – повторить стратегию стада и разрушить край водоема техникой. Но когда машина подъехала ближе, взрослые слоны мгновенно встали между ней и детенышем. Они воспринимали ее как угрозу. Один из слонов даже начал загонять малыша глубже в воду, пытаясь увести от опасности, что делало ситуацию еще страшнее. План пришлось срочно менять. Рейнджеры на машинах начали осторожно оттеснять стадо. Это был крайне рискованный шаг. Слон способен перевернуть автомобиль, если почувствует угрозу. Тем не менее, им удалось на короткое время создать дистанцию между матерью и детенышем. Двое мужчин бросились к водоему. Они буквально прыгнули в воду, схватили обессиленного слоненка и изо всех сил начали вытаскивать его на берег. Малыш был тяжелым, мокрым, скользким, но времени на раздумье не было. Им удалось вытянуть его. Слоненок едва стоял на ногах, он был истощен и напуган. Рейнджеры быстро перенесли его ближе к стаду и отошли на безопасное расстояние. И тут произошло нечто неожиданное. Ослабевший малыш решил, что эти люди — его спасители и новые друзья. Когда мужчины начали уходить, он пошел за ними. Это выглядело почти трогательно, если бы не мать, которая несколько часов в панике наблюдала за происходящим. Рейнджеры аккуратно направили слоненка обратно к стаду. Мать увидела его и издала громкий зов. Малыш радостно побежал к ней, хлопая ушами. Она обвела его хоботом и прижала к себе. Это был момент чистой, безусловной любви. Но самое удивительное случилось дальше. Стадо повернулось в сторону рейнджеров. Несколько слонов подняли хоботы и замерли. Это выглядело так, будто они выражали благодарность. Были ли они действительно благодарны? Мы не можем знать наверняка. Но в тот день все присутствующие почувствовали одно. Перед ними не просто дикие животные. Это существа с интеллектом, эмоциями и глубокой семейной связью. И именно поэтому они заслуживают защиты.